Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». В 20 лет у вас лицо, которое дала вам природа, в 30 лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь, а в 50 у вас лицо, которого вы заслуживаете. Француженка Габриэль Боннер, вошедшая в историю под именем Коко Шанель, легендарная женщина-модельер, реформатор модной индустрии, создавшая бренд, который ассоциируется с качеством и респектабельностью. Ее дизайнерской фантазии принадлежат маленькое черное платье, твидовый женский костюм, приталенный жакет, сумочка на цепочке и другие фирменные вещи, создающие изысканный стиль. Коко также была известна своим сильным характером и непредсказуемым поведением. Она могла быть и неотразимо кокетливой, и чрезвычайно резкой. Это привлекало к ней мужчин и заставляло современниц хотеть быть на нее похожей. Предлагаю вашему вниманию самые яркие высказывания и мудрые цитаты этой неподражаемой женщины и легендарного кутюрье. Коко Шанель о женщинах. Говорят, что женщины одеваются для женщин, что они внушают им дух соперничества. Это правда. Но если бы в мире не было мужчин, они бы перестали одеваться. Женщина должна уметь две вещи – быть стильной и сказочной. Держать себя в руках, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно. Вот что такое идеальная женщина. Для женщины предательство не имеет смысла, нельзя предавать свои страсти. Если женщина изменяет, не ищите здесь разумных причин. Дело не в разуме, а в чувствах. Если женщина стрижет свои волосы, значит, она собирается изменить свою жизнь. Женщина ближе всего к наготе, когда она хорошо одета. Женщина должна усвоить два урока. Никогда не выходить из дома без чулок и никогда не выходить на улицу без шляпы. Женщина может быть слишком нарядной, но слишком элегантной никогда. Женщина не может быть в плохом настроении, когда она хорошо одета. Женщины должны всегда говорить мужчинам, что они сильные, хотя на самом деле сильными являются женщины. Раньше женщины сражались на своей территории. Там каждое их поражение было победой. Сегодня они борются на территории мужчин. Здесь каждая их победа – это поражение. Руки женщины – это ее визитная карточка, шея – ее паспорт, грудь – загранпаспорт. Как ни крути, женщина в жизни мужчины бывает только одна. Все остальные ее тени. Я не знаю, зачем женщинам все то, что есть у мужчин, если у женщин есть сами мужчины. У женщин нет друзей, их либо любят, либо нет. Женщина должна одеваться так, чтобы ее было приятно раздевать. Коко Шанель о мужчинах. Если мужчина говорит плохо обо всех женщинах, это, как правило, означает, что он обжегся об одну из них. Женщины всегда были сильными мира сего. Мужчины всегда ищут у женщин маленькую подушку, на которую можно положить голову. Они всегда тоскуют по матери, которая держала их в младенчестве. Мужчина, способный на поступки, обречен на любовь. Мужчины всегда помнят женщину, которая вызвала у них беспокойство и тревогу. Чем глупее и неудачливее мужчина, тем больше претензий он предъявляет женщине. Самый мужественный поступок – это думать самому, вслух. Глупые женщины стараются поразить мужчин, одеваясь эксцентрично, а мужчин это пугает, они терпеть не могут эксцентричности. Им нравится, когда оглядываются на их женщин, потому что они красивы. Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, пока не женится. Лучший аксессуар для женщины – красивый мужчина. Пока вы знаете, что мужчины подобны детям, вы знаете все. Отсутствие хороших мужчин не повод встречаться с кем попало. Цитаты Коко Шанель о красоте. Женщины скрывают свои недостатки вместо того, чтобы принять их как дополнительный шарм. Женщина в хороших туфлях не может выглядеть плохо. Истинная красота длится вечность, а привлекательность исчезает. Но женщины почему-то стремятся оставаться привлекательными, а не пытаются стать красивыми.
Красота начинается в тот момент, когда вы решаете быть собой. Красота нужна нам для того, чтобы нас любили мужчины, а глупость для того, чтобы мы любили мужчин. Не бывает некрасивых женщин, бывают только ленивые. Можно привыкнуть к уродству, но к небрежности никогда. Чем хуже женщина себя чувствует, тем лучше она должна выглядеть. Если вы когда-нибудь были поражены красотой женщины, но не можете вспомнить, во что она была одета, значит, она была одета идеально. Я не понимаю, как женщина может выйти из дома, не приведя себя в порядок, хотя бы из вежливости. И потом, никогда не знаешь, может, именно в этот день у нее состоится свидание с судьбой. А в этом случае лучше быть как можно красивее. Коко Шанель о моде и стиле. Мода– это архитектура. Вопрос пропорций. Мода– это не просто одежда. Мода витает в воздухе, рождается на ветру. Человек чувствует ее, она в небе и на дороге. Мода, которая не выходит на улицы, не является модой. Мода, не нашедшая признание широких масс, уже не мода. Мода проходит, стиль остается. Мода создается для того, чтобы стать немодной. Моды больше не существует, она создается для нескольких сотен людей. Люди любят не моду, а тех немногих, кто ее создает. Ощущение свободы– это всегда стильно. Мода всегда зависит от времени, в котором вы живете. Она не является чем-то самостоятельным. Но главная проблема– сделать так, чтобы женщины выглядели молодо. Тогда их мировоззрение меняется. Они чувствуют себя более радостными. Мода превратилась в шутку. Дизайнеры забыли, что под платьями есть женщины. Большинство женщин одеваются для мужчин и хотят, чтобы ими восхищались. Но они также должны быть в состоянии двигаться, садиться в машину, чтобы не лопнули швы. Одежда должна иметь естественную форму. Стиль не выйдет из моды до тех пор, пока он соответствует своей эпохе. Но если стиль идет вразрез с определенным состоянием души, то он никогда не восторжествует. У моды две цели– комфорт и любовь. Красота приходит, когда мода достигает этих целей. Остерегайтесь оригинальности. В женской моде оригинальность может привести к маскараду. У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Оденьтесь плохо, и все запомнят одежду. Оденьтесь безупречно, и все запомнят женщину. Цитаты Коко Шанель о любви. Великую любовь тоже нужно пережить. За любовь приходится платить частями, чаще всего, увы, когда любовь уже закончилась. Не чувствовать любви значит чувствовать себя отвергнутым, независимо от возраста. Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости. Высказывание Коко Шанель о себе. Мне все равно, что вы обо мне думаете, я вообще о вас не думаю. Мой возраст меняется в зависимости от дней и людей, с которыми я нахожусь. Сила основана на неудачах, а не на успехах. Я стала сильной, когда плыла против течения. Я не занимаюсь модой. Я и есть мода. Я никогда не делала ничего наполовину. Я никогда не хотела весить больше, чем птица на плечах мужчины. Я пью шампанское только в двух случаях, когда я влюблена и когда нет. Быть все время инновационным невозможно. Я хочу создавать классику. Коко Шанель о возрасте. Ничто так не старит женщину, как отчаянные попытки выглядеть молодой. Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм. Женщине столько лет, сколько она заслуживает. Возраст женщины не имеет значения. Можно прекрасно выглядеть в 20 лет, быть восхитительной в 50 и оставаться великолепной до конца жизни. Не пытайтесь выглядеть моложе. Никто не может сказать, что он молод в 50 лет. Но я знаю многих 50-летних, которые выглядят лучше, чем молодые женщины. Мудрые советы от Коко Шанель. Будь стильной, кем угодно, только не дрянью. Всегда держите свою голову, пятки и стандарты на высоте. Выбирайте одежду, которая вам нравится. Одевайтесь для себя, а не для других. Если у вас кривые ноги, наденьте что-нибудь с глубоким вырезом. Нельзя одновременно иметь две судьбы. Судьбу безудержного дурака и умеренного мудреца.
Свеча, горящая с двух концов, может, конечно, распространять самый яркий свет, но тьма, которая последует позже, будет долгой. Одевайтесь так, будто сегодня вы собираетесь встретиться со своим самым заклятым врагом. Поскольку все находится в наших головах, нам лучше их не терять. Лицо– это зеркало, которое отражает движение внутренней жизни. Уделяйте ему особое внимание. А я буду очень признательна, если вы поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Благодарю вас всех за внимание, лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока-пока.